Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание последней цифре вашего года рождения. Разберем, какие тайны несут и на что вам обязательно стоит обратить внимание в жизни, чтобы в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие. Давайте, друзья, вместе с вами далее более подробно будем разбираться. Нет в нашем окружении ни одного человека, который хотя бы раз не задумывался о том, что ждет его в будущем. Дата рождения – это особенное время для каждого из нас, при этом без исключения, так как в этот день мы с вами появились на свет, и что начался? Начался наш жизненный путь. Год рождения каждого человека предопределен свыше, выбирается совсем он не случайно. Последняя цифра года рождения, она особенная, она имеет очень важное значение и поэтому содержит в себе определенные знания о человеке. Она способна дать полную информацию, при этом, начиная от его характера, привычек, взглядов на жизнь, поведения в обществе, так и от самых сакральных мыслей и желаний. Этой цифре оказывает покровительство одна из 5 стихий. Согласно многим знаниям, которые передались нам из старины, каждая из этих стихий тесно связана с определенной цифрой от 0 до 9, определяя самые важные и главные моменты в судьбе человека. В каждый установленный период времени на Земле господствует одна из 5 основных стихий. Это металл, вода, дерево, огонь и земля. Эти стихии способны оказывать сильное влияние не только на природные явления, которые происходят, но и непосредственно на характер человека. Используя эти знания себе во благо, можно много интересного узнать, как о себе, так и о своих близких, благодаря чему-то что-то изменить, а что-то и приумножить, осознав свою силу. Можно получить полную информацию о характере, о привычках, взглядах на жизнь, поведении среди окружающих людей. Итак, что же означает последняя цифра вашего года рождения? Давайте разбираться. Последняя цифра года рождения 0 или единица. Запомните, этим цифрам соответствует стихия металл. Сторона света – запад. Время года – осень. Цвет этой стихии – серый. Белый для 0, серебристый, темно-серый для единицы. Эти люди обладают очень сильным характером. Они мужественные, стойкие. Они часто можно услышать, что они крепкие, как сталь. Природа наделила их такими качествами, как самостоятельность, независимость, терпеливость, отзывчивость. Благодаря большой силе воли они способны подстроиться под любые жизненные ситуации, которые наполняют их жизнь. У них всегда есть своя точка зрения, даже если она идет вразрез с мнением тех, кто их окружает. Они в любом случае будут ее придерживаться, так как знают, что полагаться могут только на себя, а других людей отличаются своей решительностью и надежностью. Не умеют и не желают предавать того, кого к себе подпустили. Имея на всю свою точку зрения, они не будут следовать за толпой, не будут и ее частью, поэтому от окружающих их людей часто держатся в стороне, так как знают, что так безопаснее, так уютнее. Единожды выбрав свой жизненный путь, с уверенностью идут по нему. Никакие препятствия и неудачи не заставят их свернуть. Все свои проблемы решают по мере поступления, с легкостью, без паники и лишних эмоций. Они тщеславны, ждут от своего окружения признания и достижения их успехов. Они прирожденные лидеры, любят командовать, с легкостью способны руководить, направлять. Другими словами, можно сказать, что это их призвание. Они жаждут власти и богатства. Они обладают сильной тягой к деньгам, к роскоши, не остановятся, пока этого не получат. Умеют устанавливать контакт и с денежной энергией, так как всегда знают, чего хотят, при этом не боятся рисковать, а она таких людей любит, как вы знаете. Многие из них по жизни занимают руководящие посты, становятся руководителями, особенно им подходит политическая сфера жизни и бизнес. Но
успехов добьются и в других отраслях, особенно если будут от этого получать удовольствие. Они могут предъявлять большие требования к своим подчиненным, желая, чтобы их подчиненные отвечали высоким стандартам, а подобранная команда поражала всех в окружении. Это поможет им оправдать все их ожидания. Этим людям нужно больше уделять внимание своему сердцу, кровяному давлению, остерегаться простудных заболеваний, чаще гулять и бывать на свежем воздухе, энергетически перезагружаться, отдыхать, заниматься несложным спортом. Люди, чей год рождения заканчивается на 0, более энергичные, настойчивые, трудолюбивые и решительные, а те, чей год рождения заканчивается на цифру 1, это более внимательные, заботливые, логически мыслящие, старательные и аккуратные люди. Если последняя цифра вашего года рождения 2 или 3, то этим цифрам соответствует стихия вода, стороны света север, время года зима. Цвет этой стихии черный и коричневый для двойки, белый жемчужный для тройки. Люди воды очень обаятельные, которые умеют расположить к себе окружающих. Они отзывчивые и независимые личности, умеют сочувствовать и знают, когда нужно подставить плечо, чтобы поддержать близких для них людей. Отличительной чертой характера является гибкость, поэтому конфликтные ситуации предпочитают обходить стороной, не вмешиваться в то, что их не касается. Им легче плыть по течению, чем против него. Это обладатели блестящего ума, который дан им от рождения. Это, как правило, творческие, с большим воображением и идеальной фантазией люди. Они с успехом могут все это использовать в своей жизни, так как умеют определять свои сильные стороны и развивать их. У них сильно развит дар убеждения. Это как отличные организаторы, так и исполнители. Главным условием является то, чтобы им было комфортно в том месте, в котором они находятся. Они способны замечать талантливых людей, выделять их среди других людей и в дальнейшем оказывать помощь в развитии их таланта. Они с легкостью могут собрать команду профессионалов в сфере, в которой работают, стараются себя окружать только теми, у кого есть чему учиться, и теми, с кем есть о чем поговорить. Среди людей воды есть отличные философы, мыслители. Они проявляют неординарные способности в области дипломатии, часто осваивают несколько профессий, так как любят обучаться чему-то новому, экспериментировать. У них всегда есть чему поучиться. Они всегда крепко стоят на ногах, выбрав свой жизненный путь, уверенно и идут по нему, не меняя и не сворачивая с него, и ни в коем разе не отклоняясь от своих принципов. К недостаткам можно порой отнести скрытность и неискренность. Они трудно открывают свою душу окружающим людям, умеют и могут, когда нужно, манипулировать людьми, что не всем нравится. Их секреты только их, они не доверяют свои секреты, даже близким им людям. Стараются идти простым и легким путем, так как несколько пассивны, стараются удовлетворить не только свои желания, но и друзей, родственников, на что тратят больше энергии и сил, чем бы это требовалось. Этим людям, как ни парадоксально, нужно быть осторожными при купании в море, в реке, в озере, обращать внимание и на желудочно-кишечный тракт, почки, соблюдать диету и питьевой режим, остерегаться тяжелых видов спорта, чтобы избежать травм и переломов. Те люди, чей год рождения заканчивается на цифру 2, стремятся к приобретению постоянно какого-то нового опыта, значительно более решительны в своих начинаниях, никогда не остановятся, пока не доведут начатое до конца. Если у вас год рождения заканчивается на тройку, то вы более спокойны, уравновешены и больше любите жить мечтами. Далее, если последняя цифра года рождения 4 или 5, этим цифрам соответствует стихия дерева, сторона света восток, время года весна. Цвет этой стихии зеленый, оливковый для четверки, синий, голубой для цифры 5.
Главные черты характера людей этой стихии – это щедрость, бескорыстие и принципиальность. Это обладатели высокой морали люди. Они никогда не сделают то, что считают неправильно, даже если от этого будут зависеть их карьера или еще что-то важное. Умеют вести разговоры на разные темы. Информацию, которую получают от окружающих их людей, тщательно анализируют. Затем способны направлять ее в нужное именно для них русло. Они отличаются от других людей тем, что это креативные и артистичные личности, которые обладают большим трудолюбием. Они любят чувствовать себя нужными, важными, постоянно находят себе занятия, так как считают, что труд – это то, что они лучше всего могут применить свои силы, а также уверены в своих собственных силах. Они знают, что способны на много. Их потенциал велик. Довольствуются тем, что имеют в своей жизни, не пытаясь прыгнуть выше своей головы, но умея излучать благодарность. Имеют больше, чем могли бы рассчитывать. Они не готовы тратить ценное время жизни на погоню за материальными благами. Сфера их интересов довольно-таки широка, отличается разнообразием. Это верные друзья, не эгоисты, они способны уступить, когда ситуация, конечно же, этого требует. Они любят работать в команде, где им удается лучше всего проявить себя. С состраданием относятся к другим людям, но важным является то, что этот человек должен коснуться их души. Они чувствуют искренность уже на подсознательном уровне. Недостаток этих людей – это то, что у них есть расточительство. Им нужно научиться не разбрасываться деньгами направо и налево. Стоит обдумывать свои траты, изучить правила, по которым существует денежная энергия. Часто они взваливают на себя большой объем работы, перегружают себя ею, а потом не могут с ней справиться, что совсем не идет им на пользу. Вам нужно научиться правильно рассчитывать свои силы, чтобы не попадать в такие глупые и неприятные ситуации. Из-за того, что вы в определенных условиях пассивны, медлительны, можете попасть в зависимость от других, не очень чистосердечных людей. Стоит больше внимания обращать на свое окружение. Эти люди расположены к меланхолии, порой жалеются на жизнь, даже больше, чем этого требуется. Их могут одолевать головные боли и боли в позвоночнике. Люди, чей год рождения заканчивается на 4, обладают прямолинейностью, стойкостью к жизненным проблемам и к ситуациям, поэтому быстро с ними справляются. У тех, у кого день рождения заканчивается на цифру 5, более гибкие, способны благодаря своей интуиции обходить то, что может причинить им вред, при этом без каких-либо неприятных потерь. Если ваша цифра заканчивается, точнее год рождения заканчивается на цифру 6 или 7. Этим цифрам соответствует стихия огонь, сторона света юг, время года лето, цвет стихии красный, бордовый для 6 и фиолетовый черничный для 7. Это люди огня, это очень активные, энергичные люди, которые имеют задатки успешных руководителей, но если пожелают начать свое личное дело, то у них с легкостью это получится. Они хороши, когда есть с кем конкурировать, находясь в постоянном тонусе и в итоге оставаясь в выигрыше. Это огненные люди, в отличие от других, имеют высокую самооценку, уверены в себе, умны, дружелюбны, решительные и эффектные личности. Любят удивлять, делать сюрпризы, много путешествовать и пробовать что-то необычное. Обладают ораторским талантом, способны организовывать и вести людей за собой. Люди любят их, уважают, ценят их присутствие в своей жизни. У них есть все, чтобы стать успешными руководителями, бизнесменами. Эти люди, как личности, очень привлекательны, притягательны, умеют располагать к себе собеседников, ненавидят, правда, одиночество, поэтому окружают себя друзьями, но выбирают только искренних, чистосердечных, других возле них никогда не встретишь. Родственниками. Кроме того, они очень привязаны к родным людям и стараются их поддерживать в любых ситуациях, укреплять семейные отношения, энергетическую связь, баловать их периодически. Они должны находиться в постоянном движении, так как им становится скучно. Любят приключения, постоянно стараются познавать что-то новое, экспериментировать. Им быстро надоедает монотонные дела. К недостаткам можно отнести несдержанность, упрямство. Если что-то решили, переубедить будет невозможно. Желание любым путем достигнуть того, что им нужно. Не побояться тратить на это силы и энергию. Кроме того, они еще и
стихии излишне эмоциональные, нетерпеливые люди. Если им что-то захотелось, то это должно быть в их жизни прямо сейчас. Эгоизм, надменность, тщеславие порой не дают им возможности нормально общаться с окружением. Не любят ленивых людей, могут показать им свое презрение. Их основная задача – принимать решения, не стоит думать о признании. Люди огня предрасположены к нарушению обмена веществ, воспалительным заболеваниям, высокой температуре, головным болям, паническим атакам. Им нужно комфортное рабочее место с комфортной температурой. Люди, чей год заканчивается на цифру 6, обладают большой стойкостью, внутренней силой, несколько себялюбивы, жестокие, а те, чей год заканчивается на цифру 7, более эмоциональны, страстные, добрые, с ярко выраженной сексуальностью, способны на необдуманные поступки. Если потеряли равновесие, то вспышки эмоций перейдут даже в драматизм. Обратите на это внимание. Далее, если у вас последняя цифра года рождения 8 или 9, этим цифрам соответствует стихия Земля, сторона света, центр Земли, и у этой стихии нет конкретного времени года, оно будет соответствовать месяцу, в котором вы родились. Цвет стихии для восьмерки желтый, рыжий, для девятки золотой и бронзовый. Люди стихии Земля терпеливые, порой даже слишком. Когда на них смотришь со стороны, то кажется, что они вообще не имеют эмоций. Они надежны, прочно стоят на земле, стремятся к большому и лучшему, чем имеют в данный момент. Готовы над этим много работать. Это очень важно для достижения всех их целей, которые они постоянно ставят перед собой. Проблемы решают по мере их поступления, обладают хорошо развитой интуицией. Люди в их окружении любят ставить их в пример кому-то при рассказе, а также и сами берут с них пример, поскольку люди Земли обладают морально-нравственными ценностями. Они соблюдают этику, уважают личное пространство других, очень дисциплинированы, с умом пользуются своими знаниями, хотя несколько консервативные, умеют обращаться с деньгами, поэтому проживают жизнь в полном изобилии и в отсутствии нужды, добиваясь высокого финансового положения, умеют строить планы с перспективой на будущее, получая в итоге тот результат, который ожидали, ведь способны просчитать каждый свой шаг до мелочей. Они романтичны, сдержаны в своих эмоциях, но нуждаются в поддержке близких, желают, чтобы их любили. Умеют отдавать из себя без остатка тому, кого выбирают себе в пару. Если бы чуть-чуть больше рискованных, необдуманных действий, более живого подхода к происходящему, они бы добивались бы еще больших успехов. В определенной обстановке, когда не видят другого выхода, могут проявить жестокость и упрямство. Все, что происходит вокруг них, стараются держать под контролем, руководствуясь при этом сугубо своими интересами, имея свою выгоду, и будут только заниматься этим вопросом. Они постоянно думают о своем будущем, так как боятся неизвестности, поэтому очень часто их жизнь сопровождается депрессией и паническими атаками. Они предрасположены к заболеваниям, которые связаны с суставами, с печенью, селезенкой, а также тем, что вызывает повышенная влажность. Их могут преследовать аллергии. Нужно летом вам ходить босиком по земле, полежать на ней, посидеть. Делать это как можно чаще, так как таким образом будет происходить энергетическая подпитка. Они будут приумножать жизненные силы, при этом просить землю снять весь накопившийся негатив. Это способно будет облегчить ваше физическое состояние, а также психологическое. Люди, которые родились в год, который заканчивается на цифру 8, это, как правило, успешные, удачливые люди. Все, что задумали, все смогут осуществить. Пусть даже им для этого понадобится некоторое время. Те, кто родился в год с цифрой 9, должны работать значительно больше, обдумывая каждый свой шаг, просчитывая все свои плюсы и минусы. Только в таком случае их мечты воплотятся в реальность. Работа и приложенные усилия вас обязательно порадуют. Вот такая информация, очень важная и ценная, девочки и мальчики, мы хотели сегодня с вами поделиться. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь
этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будут полезны и важны. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.